В день свадьбы ее младшего брата Анастасия была занята приготовлениями, но в то же время испытывала странное чувство тревоги, которое не могла объяснить. Вся семья с нетерпением ждала этого события — свадьба Игоря, ее любимого брата. Он всегда был душой компании, и все мечтали, чтобы его жизнь с Викторией была счастлива. Анастасия, как старшая сестра, особенно переживала за брата, ведь она видела, как он расцвел рядом с Викторией, как его глаза наполнились светом, а будущее казалось безоблачным. В этот день Анастасия собралась на свадьбу, но ее муж Гарри, как всегда, отправился по срочным делам, пообещав вернуться к церемонии. Он сказал, что встретится с ней прямо перед свадьбой, и в голосе его не было ничего, что могло бы вызвать подозрение. Однако Анастасия почувствовала беспокойство. В ее сердце затаился странный страх, который не отпускал. В зеркале она видела уверенную в себе женщину, успешную и счастливую, но странное беспокойство никак не давало ей покоя. Внезапно телефон Анастасии завибрировал. Это было сообщение с незнакомого номера. Внутри она почувствовала, как ее сердце пропустило удар. Сообщение гласило: «Не иди на свадьбу. Лучше проверь гараж своего мужа». Анастасия на мгновение растерялась. Ее первое предположение — это шутка. Но чувство тревоги не покидало ее, и вскоре ее решимость была уже в том, чтобы проверить, что именно скрывается в гараже ее мужа. Она решила, что, возможно, все это просто какой-то глупый розыгрыш или ошибка, но не могла проигнорировать странное беспокойство внутри себя. Анастасия вспомнила, что у Гарри был запасной ключ от гаража, который он когда-то сделал на всякий случай. Она не могла вспомнить, где именно он его положил, но, покопавшись, нашла его в старой шкатулке с памятными вещами. Сложив руки, чтобы не показывать нерешительность, она взяла ключ и направилась в гараж. По пути она пыталась успокоить себя, но сердце сжалось от тревоги. Надо было пройти несколько кварталов, и каждый шаг приближал ее к месту, где, по сути, должно было быть все в порядке. Однако мысли об анонимном сообщении не оставляли ее. Когда она подошла к гаражному комплексу, ее взгляд встретился с рядом серых металлических дверей. Она нашла нужную и вставила ключ в замок. Когда дверь открылась, внутри был привычный для нее антураж. Старенькая машина Гарри, инструменты и различные вещи. Все казалось в норме, но тогда она заметила нечто странное. В углу стояла большая картонная коробка, укрытая старым одеялом. Анастасия, чувствуя, как земля уходит из-под ног, подошла к коробке и откинула покрывало. Внутри оказались женские вещи. Сумка, туфли на высоком каблуке, упаковка от дорогого парфюма и фотографии. Она увидела, что на фотографиях были Гарри и Виктория. Они обнимались, целовались, держались за руки. Эти фотографии явно не могли быть случайными. Анастасия почувствовала, как ее сердце сжалось, и не могла поверить своим глазам. Вещи принадлежали Виктории, и она не могла понять, что эти предметы делали в гараже ее мужа. Но шок только усиливался, когда Анастасия продолжила осматривать коробку. В ней была переписка между Викторией и Гарри, в которой они обсуждали планы на будущее. Виктория уже собиралась выйти замуж за ее брата, но, как выяснилось, это было лишь временное решение. Ее настоящим планом было бросить Игоря после свадьбы, разделив его имущество, и быть с Гарри. Все, что Анастасия когда-то считала нормальным, рушилось на ее глазах. Она не могла поверить, что ее собственный муж и невестка могли обмануть ее. Она почувствовала, что должна немедленно рассказать брату всю правду. Анастасия понимала, что ее действия могут сильно повлиять на свадьбу Игоря, но она не могла сидеть и молчать, зная, что ее брат может стать жертвой предательства. Она аккуратно сфотографировала все улики — сумку, туфли, фотографии и записки. Все это было слишком важным, чтобы остаться незамеченным.
Затем, стараясь не оставить следов, она сложила вещи обратно в коробку, закрыла ее и вернула все на место. Включив свет, Анастасия покинула гараж. Не теряя времени, она позвонила Игорю и попросила встретиться. Сначала брат был удивлен ее настойчивостью, но, услышав, что это касается Виктории, согласился. Анастасия была уверена, что рассказать правду на свадьбе было бы неподобающим. Лучше всего это было сделать в спокойной обстановке. Игорь встретился с сестрой около ресторана. Анастасия молча достала из сумки фотографии и протянула их брату. Игорь сперва посмотрел на фотографии, не понимая, что они означают, но затем его лицо начало бледнеть. Он начал перелистывать записи, и его глаза наполнились слезами. «Это не может быть правдой», — произнес он с дрожью в голосе. Анастасия тихо сказала: «Это правда. Игорь, я сама видела все это в гараже». Игорь стоял не в силах понять, как это могло случиться. Он чувствовал, как в его сердце разрывается что-то важное. Решение отменить свадьбу далось Игорю нелегко. Он не знал, как это сказать гостям, как объяснить свое решение. Но Анастасия поддержала его. «Ты не можешь жениться на женщине, которая тебя обманывает», — сказала она, пытаясь быть как можно спокойнее. Игорь подошел к невесте и твердо сказал: «Свадьбы не будет». Виктория начала кричать, обвиняя его, но Игорь был непреклонен. «Ты обманула меня, и я не могу продолжать эту комедию», — заявил он. Виктория в ярости выбежала из ресторана, оставив Игоря и Анастасию стоять в тишине. Когда Гарри узнал об отмене свадьбы, он пришел к Анастасии, пытаясь понять, что произошло, но она не колебалась в своих решениях. «Ты сам все испортил, Гарри. Ты предал меня», — сказала она. Гарри собрал свои вещи и ушел, не пытаясь даже объяснить свои поступки. Анастасия не остановила его. Она понимала, что их брак завершен, и больше не хотела жить с этим тяжелым грузом лжи. Развод прошел быстро, и Анастасия почувствовала облегчение. Она и Игорь начали новую жизнь, пытаясь справиться с потрясением. Прошло несколько месяцев, и Игорь открыл свой бизнес. Анастасия нашла новую работу, сменив место жительства. Она чувствовала, как ее жизнь меняется к лучшему. Однажды, когда она занималась уборкой в новом доме, ей позвонил незнакомый номер. Это был Андрей, один из коллег Гарри. Он признался, что отправил ей анонимное сообщение, чтобы предупредить ее о предательстве. Он был также обманут Викторией и чувствовал, что должен помочь. После этого разговора Анастасия почувствовала облегчение. Однажды она встретила Гарри случайно на улице. Он попытался пройти мимо, но она остановила его. «Я прощаю тебя, Гарри, и желаю тебе всего хорошего», — сказала она и ушла, не оглядываясь. Дорогие зрители, а вы бы простили измену? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.